Ребят, всем привет! Вот мы и на жестянке, 6-я серия стартовала. Сейчас начнем уже настоящее преобразование по нашему 124-му. Ребят, покажу вам двор. Здесь я насчитал 10 мерседесов. Наш 11-й вон там в боксе стоит. Олег Жестянщик занимается этими старыми мерседесами уже 35 лет. Все в республике его знают. И у кого такая машина есть, хотят именно к нему машину загнать. Они готовы ждать очередь, потому что Олег работает грамотно, качественно. Ну и давайте начнем работу, потому что некоторые из вас в комментариях уже пишут, что хватит болтать, покажи нам дело. И вот сегодня мы начинаем дело. Так, ребят, начали работать, вот снимаем крылья, и такой сразу вам лайфхак, для того, чтобы когда вы будете тоже снимать крылья на 124-м, вы не зацарапали дверь. Нужно снимать ограничитель вот этой двери, для того, чтобы появился лучший доступ для среднего болта. Дверь тогда открывается посильнее, и уже можно по прямой достать до серединного вот этого болта и нормально снять, а потом обратно этот ограничитель поставить на место. В общем, ребят, у нас здесь, значит, по передней части есть два таких проблемных места. Это вот боковина как с левой, так и с правой стороны. Они немного у нас здесь вот так надорвались. Все это из-за того, что, скорее всего, когда здесь стояли большие колеса, машина попадала в такие нехилые ямы. И удар сюда приходился, из-за этого здесь образовались такие трещины. Мы думали, что нам придется вот это все вырезать, для того, чтобы аккуратно вваривать оригинальную часть. Но все обошлось малой кровью, мы просто вот это все здесь почистили и подварили, теперь все будет идеально. В том числе и вот эта чашка, около нее образовалась ржавчина, ну под герметиком. Почищена, подварена и сейчас тоже будет в идеале.
Так, ребят, спереди мы практически уже все сделали, буквально там еще пара мелочей осталось. Теперь перешли на заднюю часть машины. Как я вам уже один раз показывал, есть одно такое проблемное место. Был небольшой ударчик в эту часть задницы, и он, значит, отразился вот здесь. Там трещина, короче, излом. В общем, мы это все сейчас приведем полностью в порядок. Ну, в том числе здесь стоял еще и газ, метан, вы это все отлично помните. И, естественно, вот эти дырки под метан, то, что было сделано, это все нужно будет залатать как сверху, так и снизу, для того, чтобы у нас все было полностью по заводу. В общем, ребят, сейчас будем заниматься задней частью, точнее продолжать работать над ней, потому что у нас вот с фартуком есть определенные проблемы, как я во второй серии подробно вам показывал, то, что здесь был удар с этой стороны. Что мы сейчас будем делать? Снимать вот этот замок и зачищать, да, фартук будем, чтобы посмотреть, сколько там шпаклевки, где конкретно был удар, какой был ущерб, да, для того, чтобы все это оценить и понимать, что нужно будет с этим делать. Потому что, ну вот даже если взять линеечку, да, вот этот перепад, его быть не должно, естественно. 6 миллиметров, я уже вижу. Да, это очень много. Вот это надо будет, конечно, сейчас исправлять. Ну и в том числе вот здесь то, что под пластиком бывает, это тоже надо будет все выровнять. То есть будем стараться максимально сохранить заднюю часть в ее заводском виде, для того, чтобы ничего здесь не отрезать. Так-то обычно вот здесь отрезают, там отрезают, вваривают уже другой фартук. Но мы пойдем другим путем, мы сделаем так, чтобы здесь все осталось родное. В общем, почистили верхнюю часть фартука и увидели, где у нас основная была проблема. Как я вам это и показывал. Вот, посмотрите, здесь что творится. Здесь еще и болгаркой прошлись. И вот они, как говорится, сэмплы. Вот просто посмотрите, насколько это все толсто. Да, насколько много туда шпаклевки положили, вместо того, чтобы нормально это все вытянуть. Вот здесь у нас, по сути, чуть не сломался наш этот толщинометр, да, или толщиномер. Перед тем, как перекрашивать полностью машину, ну, я со своей стороны вам просто посоветую полностью счистить краску с машин, для того, чтобы, ну, не было так вот это, несколько слоев, как броня.
Ребят, продолжаем работать над задней частью, но я вам хочу показать один интересный такой момент. Вот вы видите это заднее крыло и думаете, что это одна деталь. На самом деле оно состоит из двух составных частей. Вот здесь есть такой шов, то есть вот эта часть как бы приклепывается к этой, и получается вот такое цельное заднее крыло. Изнутри этот шов бывает виден, но если сейчас вот полностью здесь чистить краску, шов этот мы и снаружи тоже увидим. Честно, не знаю, почему они так сделали. Может быть, кто-то из вас имеет какую-то инсайдерскую информацию, поделитесь ей в комментариях под видео, мне будет очень интересно это узнать. Я завтра снова бой сорву, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Верхнюю часть фартука мы уже сделали. Вы сами помните, какой здесь был зазор большой, вот так, если линейку приложить. Практически он полностью исчез. Если по-настоящему делать жестянку, то нужно было делать так, а не намазать это все шпаклевкой. Как, например, Олег уже сказал, это была на самом деле уже не шпаклевка, а штукатурка. То есть для того, чтобы придать какую-то форму. Все, верхняя часть у нас уже готова. Теперь сейчас займемся нижней частью фартука, потому что она тоже немного вот так вот загнута, и надо будет ее вытягивать обратно, поставить все на место. Сейчас будем заниматься вот этим крылом. Я думаю, вы во второй серии помните, когда я здесь проходился толщиномером, у нас там тоже показывало определенное количество шпаклевки. Мы сейчас хотим посмотреть, в каком оно состоянии. Для этого нам надо вскрыть краску, да, то есть оголить металл или штукатурка, что там будет в итоге. Да, краска, вот она. Да, лак не снимали.
И поверх него просто нашпаклевали и покрасили. Не то, что для себя, даже для врага так сделать невозможно. Просто нашпаклевать поверх краски, даже не замотовав ее. Блеск, вот его, блеск. Да, это заводской блеск. Как так можно было делать, непонятно. Ребят, продолжаем работать над передней частью. Сзади мы уже поделали с левой стороны, с правой чуть позже тоже сделаем. Я вам хочу показать вот этот момент, почему у нас бампер передний не оригинальный. Скорее всего из-за того, что был небольшой такой ударчик, потому что вот этот вот швеллер у него немного согнутый. Как Олег показал, здесь у Мерседесов 124 в частности есть такое слабое место. У них вот здесь немного оно трескается со временем. То есть это не означает то, что здесь была какая-то авария или еще что-то. Я не знаю, будет видно или нет, но вот здесь вот такие маленькие трещины есть. Это такая конструктивная особенность Мерседесов 124. Но в принципе по передней части у нас уже вообще ничего не осталось, кроме вот этих пары мелочей. Вот это у нас здесь стоит еще очкарик 5,5, как говорит Олег. И он нам сейчас покажет, какие места у него особенно слабые. Да, состояние хорошее. Но Вот ихняя беда. Очкарика, который бывает именно 5,5. Ну, с большими моторами. Вот так разъевывает кузов. Видишь, ну, это нет удара, ни от чего. Вот. прям, ну где щит Вот. моторный, да, там Да. трещины идут. Непродуманная машина под этот мотор. Получается, что максимально сюда 3,2 лучше всего. Самый большой. Все, остальные не для него моторы. Кузов 210 не настолько продуманный, не настолько крепкий, как 124, в который можно поставить и V8, причем любого объема. А вот 210, ну лучше всего сюда 3,2 больше не ставить, потому что, например, на самых первых очкариках устанавливали 4,2, допустим, 119 мотор. Ну, естественно, AMG-шный E50 Какая тоже. же это беда. Да. То есть там-то еще больше мотор, он еще более тяжелый. И вот как Олег рассказывает, люди некоторые бывают так. Ездит и слышит какие-то скрипы, постоянно что-то скрипит у него по машине. И он с ума сходит, заезжать к одним, другим ходовикам. Они с него сдирают деньги. И в итоге ничего не проходит. И получается так, что кузов начинает скрипеть, да, вот в этих местах разрыва металла. Вот поэтому к Олегу, жестянщику, и обращаются, потому что он все эти слабые места у этих старых Мерседесов уже знает и может подсказать. То есть, если человек вот так не понимает, что с машиной происходит, вся техничка в идеале, то тогда он может уже подсказать, что скорее всего у вас кузову хана настала.
Все, с передом закончили, убрали все ненужные дырки, все трещинки. Теперь у нас передок полностью в идеале. Drop the